Здравствуйте, друзья! И с вами снова канал Masters of Body. Тема сегодняшнего выпуска – становая тяга. Очень неоднозначное упражнение. Разберем все ее виды, производные, рассмотрим плюсы и минусы этого упражнения. Рассмотрим разные виды тяг. Становую, мертвую и тягу с гантелями на предмет пользы или вреда для начинающих спортсменов, для женщин, также для возрастных спортсменов. Основной контингент тренирующихся, которые работают уже год и более, давно определились с арсеналом и набором инструментов для достижения поставленных целей. Новичкам же сложнее. Попадая в интернет-простор информации, не полностью осознавая свой потенциал и возможности, новички рискуют причинить подобными упражнениями не только пользу, но и вред вашему здоровью. Упражнение, безусловно, важное, базовое, многосуставное, энергозатратное, а для некоторых и сложно-координационное. Итак, рассмотрим первый вариант – классическая становая тяга, в которой максимально задействуются ноги. Обратите внимание, со старта таз находится гораздо ниже, чем плечи, ноги включаются очень сильно. Благодаря такой технике можно взять максимально возможный рабочий вес, широко применимо как в пауэрлифтинге, так и в тяжелой атлетике. Плюсы этого упражнения, как я уже сказал, большой рабочий вес. Отсюда максимальная нагрузка всех мышечных массивов, которые участвуют в этом упражнении, а именно ноги, ягодичный, поясничный отдел, верхний отдел спины, руки в постоянном напряжении, брюшная полость, которая находится в постоянном напряжении. Следующий из плюсов – это огромная энергозатратность. Можно использовать также это упражнение для сжигания большого количества калорий. Но эти же плюсы являются для большинства клиентов и минусами. Из-за огромного рабочего веса может происходить деформация брюшной полости, стенки брюшной полости. Поэтому не для всех любителей и не для всех женщин именно такая тяжелая техника будет полезной. Точно так же минусом будет являться большой рабочий вес, который для многих обывателей может вызывать дополнительный риск для поясничного отдела. Супер! Следующая разновидность, более бодибилдерская техника. Мы включаем ноги и спину практически 50 на 50 в равной степени. Обратите внимание на разнохват, которым Андрей держит штангу. Таким хватом большинству начинающих гораздо легче держать приличный рабочий вес, при этом не используя лямки. Смотрите, спина включается в равной степени с ногами. Благодаря такой технике мы, естественно, делаем больший акцент на спину. Хотя ноги и ягодичные продолжают участвовать. Лямки не используем, как я сказал, но благодаря голым рукам мы укрепляем в принципе хваткость, цепкость хвата, которая вам понадобится в дальнейшем тренировочном процессе. Плюсы и минусы здесь практически те же, что и в предыдущей технике. Приличный рабочий вес, хорошая техника. Вес, возможно, будет из-за меньшего включения ног немного меньше, но он все равно остается очень серьезным, поэтому полностью все внимание на технику. Делаем плавно, без подрывов, включая верхний массив спины. Следующий вариант – это мертвая тяга или тяга штанги на ровных ногах. На наш взгляд, самый подходящий для большинства вариант. Энергозатратность, если можно отнести к минусам, конечно же, немного меньше, так как рабочий вес будет меньше в такой вариативности. Но точечная проработка спины, безопасность компенсирует этот небольшой минус. Еще один минус можно считать. На начальном этапе не каждый сможет правильно выставить прогиб в спине. Поэтому упражнение подбирается в соответствующий период соревновательной подготовки. Также очень хорошо подходит для тех, кто хочет проработать ягодичную, заднюю поверхность бедра. И, как я уже сказал, обратите внимание, очень хорошо качаются столбы, что в дальнейшем поможет вам повысить уровень в приседаниях. То есть, в принципе, упражнение максимально универсальное для большинства обывателей и людей среднего спортивного уровня, которые именно акцентируют внимание не на тяжелых показателях, как пауэрлифтеры или штангисты, а ближе подходит к бодибилдингу. И третий вариант – это тяга с гантелями. Сложность этого упражнения в большой амплитуде, и это же является его главным достоинством. Благодаря именно гантелькам мы сможем внизу больше потянуться,
вверху свести лопаточки, то есть добавить к работе не только низ столбы, а и верхний массив спины. Также это упражнение может быть более удобно для начинающих, потому что не всем удобно, не всем коленям мешают некоторым со штангой наклоняться. Все зависит от антропометрии человека. И как следствие включается в арсенал спортсмена соответствующего уровня. То есть, если удобно, выбираем как альтернативу между тягой становой классической и тягой мертвой. Давайте подведем итог сегодняшнего выпуска. В общем, упражнения бомба. Как для женщин, так и для мужчин. Как для массонабора, так и для похудения. Послушать несколько наших советов. Первое. Избегайте больших весов. Риск не оправдан по сравнению с пользой. Поэтому выполняйте по 8-12 повторений. Чуть меньше включайте ноги по сравнению со спиной. Ноги можно прокачивать в большей вариативности и с меньшим риском травмировать спину. Сводим лопатки во время подъема на протяжении всего действия. Это даст вам лучшую осанку, контроль и избавит, особенно женщин, от нависания плеч. Это было убийство. Друзья, надеемся, предоставленная нами информация будет для вас полезной и поможет вам в вашем тренировочном процессе. Напомним, это всего лишь наше видение субъективное, но оно получено в результате многолетних тренировок, наших собственных и работы с нашими клиентами. Благодарим спортивный клуб «Оранж» за предоставленную возможность. С вами был и работал, и показывал свою мощную спину Андрей Шарапов, неустающий наш чемпион. Мозг нашего МБ-канала Константин Придьма. И Дмитрий Журавель, наш лучший оператор. Лучше, чем Константин Придьма. До новых встреч!